Привет! Мы продолжаем прокачивать наши Android-телефоны. Есть такое приложение, называется Macrodroid. В этом приложении вы можете задать какое-то действие, при выполнении которого происходит цепочка задач. Сейчас в ролике наглядно покажу, о чем я говорю, только не с программой Macrodroid, а со встроенным приложением, которое есть на всех Android-телефонах. Недавно на своем канале я показывал, как на все Android-телефоны установить новую версию Gemini, которая работает с Google Ассистентом. Если пропустили такой ролик, то посмотрите его на моем канале, ссылку оставлю в описании. Так вот, все дело в том, что данная версия Gemini и в целом Google Ассистент умеют выполнять такие же действия, как Macrodroid. Это очень полезно и удобно. Сейчас быстро покажу, как это сделать. Приведу пример, как это работает. Смотрите, например, я встаю с утра, мой телефон лежит где-то рядом со мной. Я даже его не трогаю и говорю одну фразу. Окей, Google. Доброе утро. Здравствуйте, Гохард. Сейчас 12 часов 38 минут. Уровень заряда батареи 75%. Сейчас в Челябинске 15 градусов, малооблачно. Отличного дня! Все эти действия мой телефон произвел на одну фразу, как вы уже поняли. При этом я даже не брал его в руки. Он может быть на расстоянии. Такую цепочку действий на определенные фразы можно настраивать. Это действительно очень удобно. Давайте это настроим. На телефонах Xiaomi, Realme, Samsung и других современных Android-телефонах зайдем в настройки. Заходим во вкладку Google. Далее настройки для приложений Google. Поиск, ассистент и голосовое управление. К слову говоря, на некоторых телефонах вкладка Google может выглядеть так. Тогда вам нужно зайти во все сервисы и уже здесь найти настройки для приложений. Поиск, ассистент и голосовое управление. Естественно, в этом меню у вас должен быть включен голосовой ассистент. Вот он. Voice Match, окей, Google. Включаем эту галочку. Далее шаг назад, заблокированный экран. И включаем эту галочку, чтобы Google Ассистент и искусственный интеллект Gemini отзывались на заблокированном экране. Здесь отмечу, что данная функция вообще не поджирает батарею. Ваш микрофон не будет постоянно включен. Просто телефон будет реагировать на фразу «Окей, Google», даже на заблокированном экране. Шагаем назад, теперь мы подошли к самому главному. Это меню пролистываем немного вниз. Находим такую вкладку «Программы». Также, если данные меню у вас выглядят как-то по-другому, вы можете зайти в Play Market, в поиске написать Google и зайти вот в это приложение. Нажмите на нем «Обновить», если будут какие-то обновления. Также, если вы вообще не смогли найти данное меню, которое я показывал ранее, то зайдите в виджеты. В виджетах Android найдите Google. Вот он, здесь должен быть такой ярлык «Программы». Нажимаем на него. Клацаем по нему и попадаем в то же меню «Программы». Теперь здесь спускаемся немного вниз, ваши программы. Например, выхожу из дома, доброе утро, иду домой, иду на работу, иду спать. Это все стоит по умолчанию. Захожу в программу «Доброе утро». Вот здесь вы можете задавать условия. То есть, например, «Окей, Google, доброе утро», либо «Привет». В принципе, здесь ничего менять не нужно. Идем ниже. Теперь действия. Какой у меня уровень заряда? Далее также есть запуск медиа-контента, включить музыку, но до этого мы еще дойдем. Нажимаем «Добавить действие». Здесь есть различные встроенные команды, но нам нужно нажать вот эту «Добавление своих». В открывшейся строке вводим свою команду. Например, я использую команду «Какая погода в Челябинске?» Готово. Теперь она появилась здесь. Удержав вот на этих двух полосках, команду вы можете перетаскивать вниз либо вверх. Естественно, та команда, которая вверху, она будет выполняться первой. Естественно, вы можете добавлять сюда свои команды, но помните, что не все команды может выполнять Google Ассистент. Я как-то выпускал ролик, какие основные команды он может выполнять, и самые полезные. В общем, нажимаем «Сохранить». Далее даже при выключенном экране, как я уже говорил, происходят все эти действия. Окей, Google. Доброе утро. Текущее время 13 часов 1 минута.
Уровень заряда батареи 73%. В Челябинске сейчас 15 градусов. Малооблачно. Удачного дня! Сейчас покажу еще одну интересную команду, которую я выполняю. Ну а вообще здесь можно выполнять, как вы уже поняли, множество команд. Если, например, у вас есть умный дом, то по таким цепочкам программ вы можете выключать или включать компьютер, кондиционер, свет и так далее. Лично я еще здесь настраиваю программу «Иду спать». По умолчанию здесь включено «Установить будильник», «Предупредить о низком заряде батареи» и «Звуки для сна». Добавление своих команд. Пишу «Включить экономию энергии». Готово. Также можно зайти в «Звуки для сна» и выбрать подходящий звук. Также обратите внимание, когда вы здесь все выставили, нужно говорить ассистенту «пора спать». Эту фразу можно поменять, но по умолчанию стоит именно она. Окей, Google, пора спать. Хорошо. Я не буду устанавливать будильник. Включаю функцию «Режим энергосбережения». Спокойной ночи. К слову говоря, чтобы будильник вот так вот устанавливался, нужно в Play Market его скачать. Это будильник и часы от Google. Так и вбейте в поиске Google часы. Друзья, думаю, суть вы поняли. Эти действия очень удобно настроить на определенные задачи. Многие пользователи этого не знают и этим не пользуются. Но это очень удобно. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Здесь я оставляю много интересного и полезного. Ссылка в описании. Также подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Всем до встречи, пока-пока.